Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим знаменитую окрошку по-донбасски. Этим рецептом со мной поделился сосед из Донецка. И другую окрошку он вообще не признает. Почти во всем восточном регионе Украины готовят именно так. А готовится она без кефира, без кваса, без минералки и без сметаны. А секрет особенности именно в правильной заправке. Шикарный, холодный, насыщенный вкус такой окрошки вы запомните надолго. Итак, начнем приготовление. В первую очередь нам понадобится 2 куриных грудки. Грудки нужны без кожи и без костей. И срезаем грудки. Первый секрет вкусной окрошки: берите не мороженую, а свежую грудку. У меня 2 большие, весом 250-300 грамм. Так, первая есть. Хорошо промытую грудку кладем в кастрюлю, в которой будем варить. Вкусным должна быть не только грудка, но и бульон. Добавляем сюда 1 луковицу и морковь. Заливаем чистой холодной водой. Примерно 1–1,5 литра. Ставим на плиту и включаем, можно даже сразу, сильный огонь. Доводим до кипения на сильном огне, и как только закипит, сразу уменьшаем на очень низкий, чтобы оно слегка кипело. Так будет у нас бульон прозрачный и красивый. И еще очень важно, не накрывайте его крышкой, иначе он будет мутным. И пока варится бульон с филе, отвариваем 3–4 картофеля до готовности. Я беру на 1 больше, чтобы наверняка мне хватило. 4–5 куриных яиц. Я также беру с запасом 6. Отвариваем 10 минут вкрутую. Как только бульон закипел, сразу уменьшаем мощность огня. Не пропустите этот момент. И всю пенку, которая образовывается в процессе варки, полностью убираем. Нам нужен красивый прозрачный бульон. Ну и вкусный. Филешка сварится примерно за 25–30 минут. Скажу уже в конце точно, сколько она будет вариться. И главное, не добавляйте никаких сейчас специй. Все в конце, иначе опять-таки бульон будет мутным. Яйца варятся, картошка варится. Делаем теперь следующий шаг. Дальше делаем домашний майонез. Конечно же, вы можете купить в магазине, но я буду говорить 1000 раз. Пожалуйста, готовьте дома, это очень быстро и элементарно. Я буду готовить на 2 яйца. Нам понадобится пол чайной ложки соли, 2 чайных ложки сахара, 2 чайных ложки сока лимона, уксуса, можно яблочного уксуса, все, что у вас есть. Быстро растворяем сахар и соль вот в этом растворе. Он немножечко должен раствориться. И вливаем 300 мл растительного масла без запаха. На 1 яйцо 150 мл, а я делаю на 2. Будет немножечко с запасом. Добавляем чайную ложку горчицы. И 2 яйца, желательно не с холодильника, а комнатной температуры. Но из холодильника нормально. Просто он будет гуще, когда яйца теплые. И вбиваем так, чтобы желток остался целым. Погружаем в блендер и накрываем желательно желток с горчичкой, чтобы он находился под куполом блендера. Вот так опускаем. И примерно минутку блендером не двигаем, включаем на одном месте. И дальше, когда вы увидите, что загустевает, тогда можно уже постепенно поднимать блендер и уже взбивать весь майонез. Пахнет майонезом. Так, все, майонез готов. Так что справится с этим даже ребенок. Вот такой вот майонез получается. Средней густоты. Если хотите, чтобы он прям был вот густой, ложка стоит, тогда используйте, как я уже говорила, теплые яйца. У меня яйца с холодильника, поэтому майонез, средней густоты. Грудка уже готова. Проверяем готовность. Можете отломить кусочек. Он должен очень легко отсоединяться от всей грудки. Прям очень легко. Еще вариант проткнуть и посмотреть, какая жидкость вытекает. Если жидкость прозрачная, без примеси крови, тогда грудка готова. Либо же ориентируйтесь по времени. 25–30 минут, побольше грудка у меня варилась 35 минут. Дальше солим по вкусу и перчим. Молотый черный перчик, совсем чуть-чуть. Все перемешиваем. Если вас смущает вот такой вот свернувшийся белок, то можно еще процедить бульон. А вот овощи уже нам не понадобятся.
их убираем. Все, на соль попробовали, все отлично. Оставляем полностью остужаться бульон с грудкой, пока он не остынет до комнатного состояния. Грудку не доставайте, потому что если вы достанете, она пересохнет, будет невкусная. А вот когда она остынет в бульоне, она будет очень сочная и вкусная. Начинаем сборку окрошки. Берем большую кастрюлю, литров на 5, чтобы все поместилось и удобно было все перемешать. Огурцы примерно граммов 300 нарезаем мелкими кубиками. И высыпаем в кастрюлю. Дальше точно так же 3-4, это примерно 300 граммов вареного картофеля. Также меленькими кубиками. Все в кастрюлю. Яйца можно пропустить через вот такую вот решетку. Так будет намного быстрее. Да и картофель, в принципе, можно было через нее пропустить. Покрошила я 5 яиц. 250-300 граммов вареной колбасы, также мелкими кубиками. И добавляем колбаску. И нарезаем также кубиками остывшее филе, которое мы варили в бульоне. Возможно, 2 нам будет многовато. Будем сейчас смотреть по консистенции. Но я думаю, 1,5 будет вполне достаточно. Еще нам понадобится много зелени. Пучок укропа, пучок петрушки и пару перьев зеленого лука. Все нарезаем очень мелко. Зелень пока отставляем в сторону. Все перемешиваем хорошенько лопаткой. И теперь нужно заправить все хорошо майонезом. Заправляем так, как обычно заправляете салат. Примерно 2-3 столовых ложки майонеза. Снова перемешиваем, как оливье делаете, чтобы все вот так вот было смазано майонезиком. Вот такая должна получиться консистенция. Добавляем немножечко соли, чуть-чуть перчика. Дальше нам понадобится бульончик, который мы варили, он уже остывший. Тонкой струйкой вливаем и одновременно перемешиваем. Бульона у меня получилось примерно литр 200. Если хотите сразу кушать окрошку, тогда бульон поместите в холодильник, чтобы он был ледяным. Если будете следовать всем моим советам приготовления бульона, то у вас он получится просто невероятного вкуса, даже как самостоятельное блюдо. Я добавила полностью весь бульон, и смотрите, какая по консистенции получается у вас окрошка. У меня консистенция ближе к густой, меня эта консистенция устраивает полностью, но если вам чего-то не хватает, либо, например, бульона не хватило, вы можете добавить охлажденной кипяченой воды. Дальше добавляем рубленую зелень. Окрошка почти готова, но остался самый последний и очень важный ингредиент. Это лимон, либо лимонная кислота для легкой кислинки и правильного вкуса. И выдавливаем в окрошку. Пробуйте, если вам маловато кислоты, еще добавляйте. Так, я уже выдавила пол лимона, и мне все равно не хватает кислоты, поэтому еще добавляю и сейчас буду пробовать. Прям действительно кислота очень важна. Я сейчас попробовала и понимаю, что прям много нужно. Я добавила весь лимон, потому что здесь кислота играет очень важную роль. Сколько бы я ни добавляла, мне было мало кислоты. Вы, конечно же, пробуйте, но я думаю, минимум пол лимона, а идеально целый лимон. Окрошки у меня получилось примерно 4 литра. Охлаждаем ее 2 часа в холодильнике и можно подавать к столу. Холодная, с насыщенным вкусом и легкой кислинкой, такая окрошка съедается за секунды. Храните такую окрошку 2 дня в холодильнике и спасайтесь таким ледяным супом в летнюю жару. Ну что, окрошка готова. Она остыла в холодильнике, холодненькая просто. Очень понравился мне рецепт, но я его не готовила. Со мной поделились рецептом, но уже очень хотела его приготовить. Так что пробуем вместе. Сейчас так жарко, так хочется чего-то холодненького, освежающего. Да, что-то в этой окрошке есть.
Интересный, очень вкус такой необычный, интересный, но совсем другой вкус окрошки. Я даже не ожидала, что такой может быть вкус. Так, надо еще поесть. Ну, это очень вкусно. Я даже не знаю, как вам его описать. Но лимон здесь прям, ну, очень нужен. Я бы выдавила сюда и 2 лимона. Вот настолько кислота здесь играет важную роль. Окрошка такая нежная, не имеет такого резкого какого-то вкуса. Такой нежный вкус. Майонез домашний тоже такой вот вкус нежный придает. И лимончик, он оттеняет этот вкус, играет своей новой краской какой-то. Ну, очень вкусно. Когда это все хорошенько остыло в холодильничке, вкус бомба. Ну, здесь, наверное, все-таки годами создавался этот рецепт. Это очень, как я уже говорила, популярный донбасский рецепт окрошки. Здесь все гармонирует. Добавить нечего и убрать нечего. Здесь все идеально полностью. Классный рецепт, действительно классный рецепт. Теперь у меня будет 2 любимых рецепта окрошки. Очень неожиданное сочетание, но действительно стоит внимания. Так что всем рекомендую, обязательно попробуйте приготовить. Я уверена, вам понравится. Это что-то новенькое, что-то особенное и что-то достойное внимания. Пишите ваши комментарии, понравился ли вам рецепт, будете ли готовить. Ставьте лайки, сохраняйте рецептик. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч. Пока!